Здравствуйте, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами Альберт. Вот такие новости на 19 января 2023 года. В этом видео вкратце расскажу, как прошли крещенские купания на Кубани и в Крыму. Так, в Краснодарском крае купели были оборудованы как на территориях храмов, так и на открытых водоемах. Для этого было определено 80 мест, а также 55 купелей. В местах омовений были установлены палатки с обогревом. Оборудовали места для переодевания, дежурили медики и спасатели. В этом ежегодном действии на территории края приняли участие десятки тысяч жителей региона. На курортах в Сочи, Геленджике и Анапе купания проходили также и в море. Так, в Анапе для омовений подготовили 4 места. Центральный пляж, пляж Высокий берег, это район Малой бухты, центральный пляж станицы Благовещенской и купель на берегу Кизилташского лимана. Примечательно, что в данном мероприятии принял участие мэр города Василий Швец. Да. Интервью, да? Вот наш организатор. Здравствуйте, вас тоже с праздником. Многие сразу заметили, что у него не было крестика. Ну, что вы хотели? Пиар как-никак. Также отличился мэр Краснодара Евгений Наумов. Многие обратили внимание на то, что вода в реке Кубань, где он омывался, очень грязная и напоминает болото. Кто-то даже написал в комментах, что Наумов таким образом проверяет ужасные ливневки города. Непосредственно в Краснодаре тысячи горожан окунулись вот в такой смешной купели в храме святого Иоанна Крестителя. Как ощущения? Прекрасно. Как настроение? Отлично, даже еще лучше стало. А в Сочи подсчитали, что в купаниях приняло участие 5000 человек. Для этого во всех районах города было оборудовано 10 мест. В полночь их осветили священнослужители. Сообщается, что погода на курорте была благоприятной, без шторма и дождя. В Геленджике также было замечено много людей на центральном пляже и на пляже в районе Тонкого мыса. На крещение в Крым вместо морозов пришло потепление. Температура воздуха сегодня утром поднялась до плюс 16 градусов. Вода в Черном море у берега прогрелась до 10-12 градусов тепла. Представляете? Так, на территории музея-заповедника Херсонес-Таврический в море окунулись сотни верующих. Там прошел целый крестный ход от Свято-Владимирского собора до Карантинной бухты. В Севастополе купания проходили также на 7 других участках побережья. В бухте Казачьей, у причала Радиогорка, на пляжах Хрустальный, Омега и пляже Городской, Балаклаве. В Ялте, Алуште, Судаке, Феодосии, Евпатории и Керчи места для купания были определены на набережных. А на этом все. Подписывайтесь на канал, бейте в колокол, чтобы не пропустить свежие новости. До завтра.